Уходит на пенсию дальнобойщик, и друзья ему дарят кабину от КамАЗа. Через год приезжают в гости. Он счастлив, жена сияет. У нее спрашивают: «Ну как?» «Спасибо за подарок. За всю жизнь такого удовольствия, как в кабине, никогда не получала. Только одно плохо. Каждое утро открывается дверь со словами «Пошла нахрен отсюда». В маршрутку заходит молодая девчонка. Сесть некуда. Тут ей паренек предлагает, шутя, мол, садитесь ко мне на колени. Ну, девчонка, недолго думая, села. Паренек покраснел, задергался. И она ему говорит: «Что это у тебя в штанах давит мне в попу?» Паренек, долго не думая: «Зажигалка». Тут резко в беседу встревает старичок и говорит: «Пересаживайтесь ко мне. Я уже давно не курю». Пришел Чебурашка в магазин и спрашивает: «Изюм есть?» «Нет». «А булка с изюмом?» «Есть». «Тогда наковыряйте мне, пожалуйста, 100 граммов изюма». Ему наковыряли 100 граммов. «А булка сегодняшняя?» «Нет, вчерашняя». «Тогда вколупайте обратно». Армянин выпустил из бутылки джина. Джин на радостях пообещал, что исполнит любое одно его желание. Армянин говорит: «Хочу видеть, как моя мама дарит моей дочери бриллиантовое колье стоимостью в $1 миллион, купленное с ее месячной пенсии, сидя в моем Мерседесе, припаркованном у моей виллы на берегу Средиземного моря». Джин: «Мда, евреям есть чему поучиться». Вышел новый закон, чтобы все вахтовики разыскали и усыновили своих незаконных детей, которых они зачали на своих вахтах. Но мужик подходит к жене и говорит: «Что делать? Я же вахтовик, отлюбил пару девок по молодости». Жена отвечает: «Езжай, собирай своих детей». «Да у нас и так 6 детей, куда еще этих?» «Езжай, дурак, а то посадят». Уехал мужик, приезжает через несколько дней домой, привез 5 детей и говорит: «Давай, веди наших 6 детей, знакомить будем». Так нет никого, всех разобрали. Хороши кинофильмы тем, что там за 1,5 часа экранного времени герои успевают не только познакомиться, переспать и разойтись, но и повторяют то же самое с другими героями. В жизни такое сделать можно только на корпоративе. Урок идет уже 15 минут. Вдруг в класс врывается взъерошенный Вовочка и, не спрося разрешения, бежит к своему месту. Марья Ивановна возмущенно: «Вовочка, ну-ка выйди из класса и зайди так, как заходит твой папа». Вовочка вышел. Вдруг дверь от пинка слетает с петель, Вовка заходит в класс со страшным ревом: «Что, дармоеды, не ждали, а я пришел». Мужчина приходит в магазин подарков. «Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную задницу». Продавец: «Ну что вы, мужчина, какая это задница? Это же сердце». «Какое же это сердце? Я 20 лет кардиологом работаю. Как выглядит сердце, я знаю. Дайте мне, пожалуйста, ту красную задницу». Экзамен. Препод. Итак, начнем. Кто знает на 5? Поднимается несколько несмелых рук. Препод берет у них зачетки и ставит отлично. Ну а кто знает на 4? Рук уже больше. Довольные студенты получают хорошо и уходят. То же самое с троечниками. В результате в аудитории остается несколько студентов, рвущих на себе волосы за нерешительность. А, вы, значит, знаете на 2. Значит, хотите на пересдачу. Ну что ж, пересдача. Кто знает на 5, поднимите руки. Рабинович предстал перед судом за торговлю поддельным вином. Не полагаясь на адвокатов, он защищает себя сам. «Ваша честь, вы что-нибудь понимаете в химии?» «Нет, я юрист». «Господин эксперт, вы разбираетесь в законах?» «Нет, я химик». «Ваша честь, чего же вы хотите от бедного еврея? Чтобы я разбирался и в том, и в другом?» Девушка звонит приятелю: «Сережа, привет. Подскажи, как мне парня помягче отвадить? А то вроде бы все нормально, но надоел. А просто так послать как-то неудобно». «Ну, во-первых, скажи ему, что хочешь выйти за него замуж. Во-вторых, что хочешь от него детей. Причем не просто в отдаленной перспективе, а прямо конкретно уже пора. В-третьих, вам с ним уже пора начать жить вместе, а не каждый живет со своими родителями. В-четвертых, он должен найти себе новую работу, так как ему скоро придется платить за жилье и содержать вас с детьми, пока ты будешь в декрете. Плюс надо уже сейчас копить на машину, чтобы ты могла потом детей в школу возить». «Серега, а что в этом всем такого-то?» «Да нет, ничего, но со мной всегда срабатывало».
Пошли Винни-Пух и Пятачок за медом с 2 воздушными шариками. Когда они подошли к дереву, где были пчелы, Винни-Пух стал рассуждать. Если я возьму зеленый шарик, пчелы подумают, что я из общества зеленых и не станут меня кусать. А если я возьму голубой шарик? Нет, лучше я возьму зеленый. В бутик приходит женщина лет 30, молодая, ухоженная, уверенная в себе. За ней плетется лысоватый, неспортивный человек лет 50 с золотыми часами на руке. Обручальные кольца у них одинаковые, значит муж. Выражение лица, как и должно быть у мужика в магазине женской одежды. Мягко выражаясь, тоскующее. Женщина выбирает самое дорогое платье, долго примеряет его и постепенно начинает стонать от удовольствия. Муж быстро устает от стонов и покупает это платье, тихо присвистнув от цены. $3000. Они уходят. На следующий день эта женщина приходит совершенно другим мужчиной. Молодым, спортивным, отлично одетым. Тоже, кстати, с обручальным кольцом, но с другим. Любовник, значит. Женщина берет точно такое же платье, что она купила вчера, и начинает его опять мерить. Продавцы – дисциплинированные люди. Вида не подают. Мужчина начинает раскошеливаться и отваливает 3 штуки. Женщина, преисполненная благодарности, целует его в губы. И они уходят. На 3-й день эта женщина снова приходит в бутик. Одна. И сдает одно из 2 платьев. Получает $3000 на руки и уходит. Мораль. Муж уверен, что платье купил он. Любовник убежден, что платье купил тоже он. А у женщины на руках 3 штуки баксов и шикарное платье. Старшина обходит строй новобранцев. Так, у тебя какое образование? 7 классов? Хорошо. А у тебя? МГУ. Чего мычишь? Читать-то хоть умеешь? 3 генерала сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сидели как-то и обсуждали, чьи солдаты отважнее. Сухопутный генерал, увидев проходящего мимо солдата, и приказал тому встать перед надвигающимся танком. «Есть!» – сказал тот, и танк превратил его в лепешку. «Да», – согласились оба других генерала, – это было отважно. Морской генерал, желая не отстать, тут же приказал своему мичману поймать летящий якорь. «Есть!» – сказал мичман и замертво ушел с якорем под воду. Да, согласились оба других генерала. Это было отважно. Воздушный генерал тогда во весь голос приказал одному из пилотов поймать садящийся МиГ-27. «Да пошел ты нафиг!» – ответил ему пилот. И оба других генерала воскликнули. «Ого, ну вот это и правда храбрый солдат!» Отоларинтолог с гинекологом пили всю ночь, а под утро нужно на работу. У Лора никого, а у гинеколога полно пациенток. Гинеколог просит Лора: «Слушай, помоги, быстрее освободимся и продолжим банкет». Лор говорит: «Ты чего, я ж ничего не умею». «Да чего там уметь, ты только смотри туда и записывай». На то мы порешили. Заходит к Лору первая тетка, залезает на кресло. Лор смотрит туда, смотрит и говорит: «Скажите А». Тетка говорит: «А». «Мадам, это я не вам». И что-то записал в свою тетрадочку. Опять смотрит и говорит: «Скажите Б». Тетка говорит: «Б». «Мадам, это я не вам», – говорит Лор и опять записал в свою тетрадочку. Тут баба шмотки под мышку и бежать. Лор подождал, никто больше не заходит. Он выглянул в коридор, там никого, и только уборщица полы трет. Он ей: «Тёть Мань, тут баб немерено было, куда же они все подевались?» «А, милок, тут одна из твоего кабинета как выскочила и кричит: бабы, спасайтесь, тут новый доктор нашу промежность разговаривать учит, а наш такого понарассказывать может». Учительница на уроке спрашивает: «Дети, расскажите, кем работают ваши папы?» «Петечка, у меня папа работает в банке. У него очень много важных знакомых, даже президент. Вася. А у меня папа работает в строительной фирме. Он спроектировал много красивых зданий. Вовочка. А у меня папа танцует стриптиз в клубе». Учительница, смутившись, прекратила опрос. А на перемене отвела Вовочку в сторону и тихонько спрашивает: «Вовочка, у тебя правда отец работает там, где ты сказал?» «Марья Ивановна, но не мог же я перед всем классом признаться, что мой папа тренер сборной России по футболу».
Живет семья. Отец, мать и взрослый сын. У отца рост 1,50 м, у матери 1,30 м, а у сына 1,10 м. Приходит сын к матери и говорит: «Мам, я жениться решил. Ты как, не против? Сынок, я тебя не спрашиваю, кто она такая, кто родители, ты мне скажи, рост у нее какой?» «Ну, рост небольшой, метр примерно». «Я против». «А что такое?» «А ничего, мы так до мышей дочпокаемся». Перед прыжком с парашютом инструктор напутствует курсантов: чтобы не совместить два прыжка в одном, точно выполняйте мои указания. «А как можно совместить два прыжка?» – спрашивает один из курсантов. «Очень просто. Первый и последний». Жена с мужем легли спать. Рядом в кроватке Вовочка. Прошло немного времени. «Обними меня, дорогая», – говорит муж. «Подожди, пока сын заснет». Проходит еще немного времени. «Дорогая, обними меня». «Да подожди же, вот сын уснет». Муж, обидевшись, пошел на кухню, чтобы выпить бокал шампанского. Открывает бутылку. Раздается хлопок. Часть шампанского проливается. Спросонья мужик поскальзывается и грохается на пол. Вовочка вскакивает с постели и кричит матери: «Что, доигралась? Батя, наверное, застрелился». Главбух опаздывает с обеденного перерыва, а тут, как закон подлости, шеф на мобильный звонит. «Сидорова, что-то я не понял, а ты где?» «Я на месте, Геннадий Николаевич, в туалет выходила». Шеф смотрит в окно и кричит ей: «Сидорова, я не понял, а что это ты из туалета в 2 пакетах в офис тащишь?» Девушка, 22 года, ищет работу. «А, так вы замужем, значит, в декрет уйдете. Вы нам не подходите. Через 4 года. А, так у вас ребенок, значит, на больничный будете часто ходить. Еще через 2 года. У вас ребенок уже большой, значит, скоро опять в декрет. Еще через 4 года. Женщина, у вас 2 детей. Какой из вас после этого работник? Вы же с больничного не вылезете. Еще через 4 года. Извините, но нам требуется женщина моложе 35 лет». На приеме у колдуна женщина умоляет: «Верните мужа, к девке молодой сбежал, а детей 3, тяжело мне одной с ними». «Ладно, давай 300 баксов, верну мужа». Через несколько дней женщина снова приходит. На ней лица нет, вся растрепанная, руки дрожат, в глазах ужас. Колдун: «Ну что, вижу я, муж не вернулся». «Вернулся, да только первый, которого я похоронила 10 лет назад». Начало 90-х годов. Начинающий российский предприниматель уезжает в деловую поездку в Америку. Там партнер приглашает его к себе на виллу. Русский удивляется: «Ух ты, вот эта вилла! Такая красотень кругом! Как тебе удалось заработать такие деньги? Вон видишь вдалеке жилой дом. Так вот, я собрал с людей, желающих жить в этом месте, в общей сложности $50 миллионов и заключил договор со строительной фирмой, которой пришлось заплатить $40 миллионов, а разница досталась мне». Через год американец приезжает к российскому партнеру, и тот, в свою очередь, приглашает его на свою дачу. Там роскошь такая, какая американцу даже не снилась. Тот, естественно, тоже просит партнера поделиться секретом успеха. Тот отвечает: «Очень просто. Видишь дом вдалеке?» «Нет». Вот в этом-то и весь секрет. Ученые решили проверить, где больше всего матом ругаются. Придумали часы, стрелки которых при произнесении неприличного слова прокручиваются на минуту. Повесили во французском кабаке. За час набежало 15 минут. В Макдональдсе в США стрелки отсчитали 25 минут. В России часы повесили в тюрьме. На утро часовня оказалась на месте. Спрашивают: «Где часы? Мы их здесь в коридоре вчера повесили». «Да выбросили их нахрен. В тюрьме и так холодрыга, а тут еще этот вентилятор». Риэлтор после смерти возносится на небо и спрашивает у апостола Петра: «Конечно же я буду жить в раю, ведь я никого не обманывал, только немного приукрашивал действительность. Для такого замечательного человека у меня есть вариант лучше. Ты будешь жить в уютной, отдельной, очень хорошо отапливаемой студии с видом на рай». Приходит муж домой и видит, что его любимая кошка побрита наголо. Муж спрашивает у жены: «Что с кошкой случилось? Почему она лысая?» «Дорогой, ну ты же сам просил киску побрить». Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед.
Сам пытается войти последним, и ему дверью придавливает шею, а автобус трогается. «Блин, писец, стойте, скоты, офигели, оторвете ж нафиг голову!» Водитель тормозит. Открывается дверь. Человек входит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем. «Извините, был напуган». В качестве эксперимента заселяют 2 острова. На одном оставляют 25 женщин и 1 мужчину, а на другом 25 мужиков и 1 женщину. Проходит некоторое время и приезжают вначале с проверкой на остров, где 1 женщина. Смотрят, все убрано, везде чистенько, пальмочки подвязаны, дорожки песочком посыпаны. Сидит женщина на троне и кричит: «Вова, я тебе каким сказала песочком дорожку посыпать?» «Красным». «А ты каким посыпал?» «Желтым». «Ты каким был по счету в постель?» «5-м». «Будешь 25-м». Приезжают на остров, где 25 женщин и 1 мужик. Смотрят, все грязно, пальмы местами повалены, вокруг полный хаос, и сидит мужик на пальме на самой верхушке, а женщины обступили ее и кричат: «Вася, слазь, 5 минут уже прошло». Встречает Вовка на улице соседку и спрашивает: «Светуль, а где муж твой?» «В командировке». «Ну, тогда я вечерком к тебе загляну». «Ты с ума сошел? Я тебе что, девушка по вызову?» «Да ты чё, у кого сейчас на таких денег хватит?» Бизнесмен приходит в церковь на исповедь. Священник его спрашивает: «В чем твой грех, сын мой?» «Батюшка, я слишком жадный». «Жадность – большой грех. Когда ты выйдешь из церкви, ты должен дать $50 первому, кто попадется на твоем пути». «Как? $50 первому встречному?» «Да, сын мой. Если ты хочешь встать на путь исправления, ты должен начать именно с этого». Бизнесмен послушался. Выходит он из церкви, вокруг никого. Идет дальше и видит одиноко стоящую девушку. Туфли на каблуках, короткая юбочка. Он к ней подходит, дает ей купюру в $50 и говорит: «Вот, возьмите». «Нет, это мало. Нужно $100. «Почему 100? Батюшка мне сказал, что нужно дать $50. «Ну так ведь батюшка, наш постоянный клиент». Во-первых, тату делают, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, отличие от других. А во-вторых, потому что сейчас все так делают. Все не так. Курицу, когда маркируют на птицефабрике, не спрашивают ее желания, а у человека есть выбор, считает он себя курицей или нет. Вот для того и нужны татухи, чтобы различать кур от людей. Будь другом, посоветуй мне, на ком жениться? На богатой 40-летней вдове или на молоденькой девушке, бедной, без наследства, но которую я люблю? Разумеется, на девушке, ведь самое главное в мире – это любовь. Кстати, не подскажешь, кто эта вдова и где она живет? Вез как-то рефрижератор партию живых пингвинов для зоопарка, но вдруг заглох. Жара, градусов под 40. Случилось это у гаишного поста. Водила рефрижератора подходит к гаишнику и говорит: «Слушай, командир, помоги, жарко, боюсь, пингвины помрут. Надо бы их в зоопарк как-нибудь». «Придумаем что-нибудь». Гаишник начинает останавливать всех подряд. Придалбывается по мелочам. Ремень не пристегнут, нет огнетушителя и тому подобное. Но штрафы не берет, а просит подкинуть парочку пингвинов до зоопарка. За час отправили почти всех пингвинов. Осталось 2 пингвина. Гаишник тормозит 600-й Мерс, где сидят 2 конкретных бандюка. «Мужики, пожалуйста, отвезите пингвинов в зоопарк». «Нет проблем». Берут пингвинов и уезжают. Проходит 3 часа. Мимо этого поста проезжает тот самый Мерс с теми же бандюками. На заднем сиденье сидят довольные пингвины с морожеными шариками. Гаишник сразу их тормозить. «Мужики, я же просил их в зоопарк отвезти». «Не ссы, командир, в зоопарке были, в кино были, сейчас в цирк едем». Купила бабка в магазине галоши, а коробку ей не дали, нести не в чем. Заходит она в аптеку и говорит провизору: «Доченька, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь коробочку». Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а на ней написано «100 презервативов». Едет бабка в автобусе с коробкой под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает: «А надолго ли вам, бабушка, этой коробочки хватает?» «Ой, милок, да как наш дед шоркает, хоть бы на неделю хватило». Молодой черт на стажировке стоит у сковороды и видит, как опытный переворачивает лопатой вопящего грешника на живот и что-то запихивает тому в зад. Что такое? Новая пытка? Мы еще не проходили. Нет, тут грешник особенный, киллер, всей душой наш, но при жизни с полученных денег бывало свечку другую в храме ставил.
Надо ж как-то зачесть. Вот поменяли ему их 1 к 1 на анальгиновые. Так у нас же тут ад. Обезболивающие не работают. Толку ему от этих свечек. Думаешь, его жертвам был толк от тех? Пацан на первом свидании. Короче, пошли в сауну. Сразу убьем 2 зайцев. И отдохнем, и любовью займемся. На лице девушки отразилось полное негодование. Заняться любовью я не против, а зайцев убивать не буду. Разбился самолет. Выжили американец, немец и русский. Поймал их вождь аборигенов и приказал: кто покажет мне кайф, того отпущу с миром. Кто не покажет, тех съедим. Американец достал с борта самолета виски, кубинские сигары, позвал баб. Вождь говорит: ну и в чем здесь кайф? Я это каждый день делаю. Съели американца. Немец достал с борта самолета ноутбук, показал вождю игры, суперскоростной интернет, прочие прибамбасы. Вождь говорит: ну и в чем здесь кайф? У нас шаманы и то быстрее, а игры каждый день. Съели немца. Русский достал с борта самолета ящик пива. Вождь выпил, спрашивает: ну и в чем здесь кайф? Подожди, это не все. Достал еще 2 ящика пива. Вождь выпил. Ну и в чем здесь кайф? Да погоди ты, будет тебе кайф. Русский принес еще 2 ящика водки. Вождь выпил, говорит: да в чем же здесь кайф? Ну погоди ты, выпей еще эту маленькую бутылку минералки. В вождя уже не влезает, но он какими-то усилиями выпивает. Встает, идет в кусты, сыт и говорит: ух, кайф. Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились путешествовать пешком. В лесу их застает ночь. Поставив палатку, путники легли спать. Ночью оба просыпаются. Холмс спрашивает Ватсона: «О чем вам говорят звезды над нами?» «Они мне говорят о том, что завтра будет прекрасная погода. А вам?» «А мне они говорят, что у нас сперли палатку». Женщина дома делает уборку. Звонок в дверь. Открывает. На пороге стоит незнакомый мужчина и говорит: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вам нравится кекс?» Женщина в шоке от наглости визитера с треском захлопывает дверь. Вечером женщина все рассказывает мужу. Мол, так и так, какой-то хам-маньяк и пристает. Муж в ярости. Договорились, что на следующий день он не пойдет на работу, а останется дома и будет поджидать. День 2. Звонок в дверь. Муж быстро прячется в углу за дверью, которая должна открыться. Жена открывает дверь. Как и ожидалось, на пороге все та же личность. «Простите, ради бога, еще хотел уточнить, а как вы относитесь к кексу спереди?» «Обожаю его», – смело выкрикивает женщина. «Правда? А как насчет сзади? Жить без него не могу. А позу 69 любите?» «Люблю. Все люблю. Все». «Удивительно. А спросите тогда своего мужа, если у него все под рукой, то зачем он тогда тарабанит мою жену, когда я на работе?» Жена на 2 недели уехала. На хозяйстве остались отец с сыном. Приехала она спустя время и сразу начала придираться. «Любимая, ну мы ведь не какие-то ангелы, но твои задания выполняли. Как могли. И цветы поливали. Иногда. И посуды в раковине нет. Почти. И всякое другое тоже делали. Вроде». Жена все равно ходит и придирается. Ну, отец с сыном не спорят, понимают, что она права. Сразу начинают исправляться. Сын цветы поливает, отец посуду моет. А она никак успокоиться не может. В конце концов, сын не выдержал, спрашивает: «Мама, а ты вообще к нам надолго?» После этих слов придирки немедленно закончились. Приходит мужичок устраиваться на мясокомбинат дегустатором, а ему отказывают да отказывают. Он их просит. Ну, те и говорят: «Ладно, возьмем тебя, если ты угадаешь нашу продукцию с завязанными глазами». Мужик соглашается. Завязывают ему глаза, приносят колбасу. Он ее понюхал, лизнул, подумал и говорит: «Свиная, сало 10%, свинины 20%, ну и так далее». Приносят ему другую. Он опять понюхал, лизнул, а потом говорит: «Сервелат, мясо 40%, картона 20%. Короче, он все угадал, и они решили мужика разыграть. Позвали Клавку-секретаршу. Говорят ей: «Снимай трусы, задирай юбку и садись на стол». Мужик тот подошел, лизнул у Клавки-то, посмаковал и говорит: «Полтавская». Ну, все давай ржать, по полу кататься. А мужик продолжает: «Полтавская, дом 17, квартира 20, зовут Клава».
Волк каждый день приходил к лисе и любил ее. Устала рыжая терпеть такие издевательства, а защитить ее некому. И тогда решила она обратиться к царю зверей, льву. «Что хочешь, делай, Лёва, но таких издевательств я больше не выдержу. Либо ты остановишь волка, либо я того». Разгневанный лев вызывает волка и говорит: «Что ж ты, гад серый, творишь? До чего бедную лисоньку довел? Она уже на себя руки наложить хочет. Прекращай, а то дело со мной будешь иметь». «Что хочешь, делай со мной, Лёва», – отвечает волк, «но без рыжей мне жизни нет, не могу без нее. Люблю я ее больше жизни. Либо она, либо я уйду на тот свет». Задумался лев. И так плохо получается. Думал и придумал. Вызывает обоих в воскресенье и объявляет свой царский вердикт. «Вот тебе, серый, понедельники. Это твой законный день. А в остальные дни недели, чтоб на пушечный выстрел к лисе не подходил. Понял?» «Ну, понял. Ну а ты, рыжая, согласна?» «Согласна. Один день выдержать можно». На то мы порешили. Приходит волк в понедельник к лисе и говорит: «Ну, рыжая, давай». Дала. Договор дороже денег. Приходит волк на следующий день. «Ну, рыжая, давай». «Как давай? Мы же договорились по понедельникам». «А я в счет понедельника следующей недели». «Делать нечего». Дала. Приходит волк в среду. «Ну, рыжая, давай». «Как давай? Мы же договорились по понедельникам, а сегодня среда». «Ты там отметь где-нибудь, я в счет понедельника через 2 недели». Так и повадился волк к лисе каждый день ходить в счет понедельников следующих недель, а она себе это где-то отмечает. Проходит некоторое время, встречает лев лису и спрашивает: «Ну как, лисонька, полегче стало?» «Да какой там легче, тарабанит, как и тарабанил, только бухгалтерии добавилось». Новогодний корпоратив. Молоденькая секретарша Светка напилась и легла прямо под столом. Вокруг нее собрались мужики и говорят: «Ну, кто первый будет ее?» Я!» – орёт Петрович и начинает снимать штаны. «Погоди, дядь Петь, а что мы ей на утро скажем?» «Скажете, что ей Дед Мороз подарочек оставил». Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь. Перед Новым годом в почтовое отделение приходит письмо без адреса Деду Морозу от маленького мальчика. Работники почты посовещались, так как отправлять некуда, решили письмо прочитать. «Здравствуй, Дедушка Мороз. Живу я плохо, папы с мамой у меня нету, сирота я. И живу с дедом Ваней, а у него пенсия маленькая, да и пьет он. На улице зима, а у меня пальтишко старенькое, ботиночки порвались, а варежки я потерял. Холодно мне, погулять выйти не в чем. Вот и решил я написать тебе письмо. Ты же приносишь всем подарки на Новый год. Не мог бы ты и мне прислать в подарок новые пальто, ботинки и варежки?» Прочитали работники почты письмо, прослезились и решили собрать денег и купить малышу в подарок на Новый год все, что он просит. Собрали денег, кто сколько дал. Купили пальто, ботинки, а на варежки денег не хватило. Завернули все это в посылку и отнесли малышу, якобы от Деда Мороза, с чувством глубокого удовлетворения. Через день на почту приходит письмо от малыша Деду Морозу. Работники открывают и читают: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Спасибо тебе огромное за подарки. Я так рад. И все новое, и теплое, и красивое. Пальтишко в самый раз, и ботиночки блестят. А варежки, наверное, скоты на почте себе забрали». Почему молдаване молока не пьют кипяченого? У коровы рога в розетку влезают. А как они мух и мышей ловят? Просто загоняют их под шкаф и обрезают у него ножки. А почему они картошку ночью садят? Чтобы колорадские жуки не видели. Почему же они через неделю ее выкапывают? Потому что кушать хочется. А как они яичницу жарят? Разбивают яйцо о стенку и быстренько горячим утюгом разглаживают. Мужики решили выпить, а бабок нет. Один говорит: «Попроси у своей жены». Не даст. «А ты соври чего-нибудь». «Попробую». Подходит к жене и говорит: «У нас в городе открылась новая фирма. Они всего за 100 рублей удлиняют агрегат на 5 сантиметров. Деньги нужны». Жена тут же дает ему 400 и призывает скорее бежать в эту фирму. Муж уже в дверях, она его останавливает. «Вот тебе еще 200. Пусть они его на конце немного загнут». Муж бегом к другу. Короче, нажрались они в этот день по полной программе. Вечером возвращается домой. Жена спрашивает: «Ходил в фирму?» «Ходил». «Нарастил?» «Нарастил, и так замечательно получилось». «Отчего ты пьяный?» «С горя. Все твои фантазии виноваты. Закончили они удлинять, стали загибать и обломался».
Мужик в курятнике ловит курицу, повадилась яйца клевать, а сама не несется. Кладет птицу на пенек и хрясь по шее, приглашает гостя в дом. Сидят на кухне, беседуют. Мужик спрашивает гостя: яичницу будешь кушать? Нет, я видел, что ты делаешь с теми, кто твои яйца жрет. Разговаривают англичанин, итальянец и русский о том, кто каким способом предпочтет избавиться от тещи. Англичанин говорит: я куплю яд и незаметно подложу ей в кофе. Итальянец: а я куплю ей Феррари, испорчу тормозную систему, она поедет, и того. Русский говорит: а я куплю 10 пачек анальгина. Зачем? Ну как зачем? Высыплю таблетки на сковородку, поджарю, жидкость вылью, и у меня получится одна большая таблетка анальгина. И что? Положу таблетку на стол в кухне, теща зайдет, ой, какая большая таблетка анальгина, а я ее в этот момент сзади кирпичом. Мужик собирался пожарить картошку, но обнаружил, что сковородка у него сломана. Решил пойти к соседям попросить. Пока шел, начал думать: скажу им, дайте сковородку. А они спросят, зачем? Я отвечу, картошку пожарить. А они в ответ: ну угощай. А я не хочу делиться. Подходит к двери соседей, стучит. Сосед открывает, а мужик ему: да пошел ты нафиг со своей сковородкой. Сидят два друга, пьют пиво, и вдруг один замечает: «Вася, отчего это твоя теща бультерьера без намордника выгуливает? А ты попробуй на личико Клавдии Петровны такой здоровый намордник найти». Приехал Иван-царевич к логову Змея Горыныча и крикнул геройским голосом: «Выходи, Змей Горыныч, я приехал спасать принцессу, биться с тобой будем». «Зачем биться-то? Так забирай». «Через месяц». «Выходи, Змей Горыныч, я приехал возвращать принцессу». «Не выйду». «Биться будем тогда». «Бей, помру, но назад ее не возьму». Профессор на семинаре замечает, что один из студентов не совсем трезв. Говорит ему: «Так, студент, вы пьяны, немедленно покиньте семинар». «Да что вы, профессор, я совершенно трезв». «Ах, трезв? Тогда напишите мне формулу вычисления Лапласиана в троидальных координатах». Студент выходит к доске и пишет длинную формулу. Профессор долго сверяется со справочником и убеждается, что все написано правильно. «Ну что ж, я впечатлен. Я эту формулу и на трезвую голову-то не помню». «Так на трезвую и я не помню». Приходит Вовочка из школы, подходит к родителям. «Мам, когда ты с отцом, ты на спине лежишь или на животе?» Ну, мать сразу: «Ах ты сопляк, обалдел что ли?» Хлоп по уху. Вовочка в рыдание: «Чё ты дерешься? У нас теперь предмет такой – половое воспитание. Нам прошлый раз объясняли, я не понял ни хрена. А завтра урок, а вы даже помочь не можете». И убежал в другую комнату. Отец: «Ну ты тоже, мать! В кои веки, раз он школьными делами заинтересовался, так ты его по уху. Так он никогда учиться не будет. Пойду его успокою». Идет, заглядывает в соседнюю комнату. Там Вовочка изо всех сил теребонькает. Возвращается довольный. «Ну, мать, все нормально. Домашнее задание на завтра делает». Звонок в Одесское риэлторское агентство. «Алло, срочно хочу снять квартиру с порядочной девушкой, с евроремонтом и мебелью в районе Аркадии. Цена не имеет значения». «Прекрасно. У нас для вас есть пара шикарных вариантов. Одно уточнение. Порядочная девушка таки ваша или наша?» Народные приметы. Ходить на работу к деньгам. Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда. Если мужчина стирает носки, значит они у него последние. Если, выходя из помещения, зацепитесь за ручку двери, значит обязательно вернетесь. Если вокруг солнца появились круги, пора проветрить комнату и вымыть стекла. Низколетящие голуби над головой – к стирке. Если вы смахиваете крошки со стола на пол – к ссоре с женой. Если водка пьется тяжело, жди ее обратно. Поезд. В купе мужик и женщина. Женщина поет что-то во весь голос. Мужика достала: «Когда вы прекратите орать?» «Я оперная певица. Еду на концерт, мне надо тренироваться». Мужик, подумав, начал раздеваться. Женщина удивилась: «Зачем вы раздеваетесь?» «Я еду к своей жене, и мне тоже надо тренироваться». Встречаются две девушки легкого поведения. «Ну, как у тебя?» «Ништяк, бизнесмена обслужила. Бабок отвалила, откормил, обещал еще заехать. А я всю ночь с солдатиком от патрулей убегали, прятались. Под утро прижал он меня к какому-то забору, загнул раком, я ему кричу: дай колготки сниму. А он мне: фигня, я и так перелезу».
Один солдат ведет себя странно, ходит по части, находит бумажку, смотрит на нее, вздыхает и говорит: «Это не то». Повторяет это снова и снова. Командование обеспокоено, отправляет его к психиатру. Психиатр обследует солдата, пишет заключение о его освобождении от службы. Солдат берет бумажку, смотрит на нее и радостно восклицает: «О, вот это то!» Абрам приходит домой поздно и говорит жене: «Сара, я не могу спать, я не могу есть, я не могу жить. Я сегодня был у Изи, я не могу жить, у него золотой унитаз». И говорит так ей всю ночь. На утро Сара не выдерживает и идет к Изи. Дверь открывает жена Изи. «Простите, но мой муж сказал, что у вас таки совершенно золотой унитаз. Он не может жить, я тоже не могу жить. Наши дети не могут жить уже давно. Жить в этой стране вообще невозможно. У вас есть золотой унитаз или что вы мне тут говорите? Можно я на него таки погляжу?» Жена Изи оборачивается и кричит вглубь квартиры: «Изя, иди скорее сюда. Это пришла жена того идиота, который тебе нагадил вчера в саксофон». Молодой еврейский паренек записывается в еврейскую же армию. Комиссия задает вопрос: «Представьте, вы в поле. Впереди вас араб. Ваши действия. Хватаю автомат и стреляю». Правильно. Такая ситуация. Вы в поле. Вокруг вас 10 арабов. И еще танк едет. Ваши действия. Хватаю автомат и стреляю, потом бросаю гранату и подрываю танк. Правильно. А вот такая ситуация. Вы в поле, впереди сотня арабов. Справа, слева и сзади по сотне. 3 танка из-за холма показались, и пара вертолетов пикируют. Ваши действия. А можно вопрос? Можно. Я шо, один в еврейской армии? В магазине. «Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 ящиков мартини и 30 пачек презиков. Вот, пожалуйста». «Спасибо». «Молодой человек, подождите». «Что? Возьмите меня с собой». В магазине женщина выбирает метлу. Одну берет, не подходит, другую не годится. Продавец устал подавать метлы. Наконец женщина выбрала подходящую. Продавец спрашивает: «Вам завернуть или так полетите?» Лекция кексопатолога в воинской части. Товарищи, среди всех групп населения я бы выделил следующие наиболее склонные к ведению внебрачных половых связей. На первом месте это артисты, на втором художники, а на третьем военные. В зале встает капитан и говорит: «Ну, с художниками и артистами понятно, люди искусства, богема, так сказать. Но военных-то за что вы так? Я вот с женой уже 15 лет живу и ни разу ей не изменял». В зале поднимается полковник: «Вот из-за таких дуралеев мы и на 3-м месте». Телефонный звонок. Хозяин берет трубку. «Алло!» – кричит незнакомый голос. «Ваша теща упала в бассейн к крокодилам». «Да не переживайте вы так за крокодилов, она своих не обидит». Одним зимним днем мужик заметил, что стали пропадать дрова из поленницы. Понемногу, но регулярно. И что самое обидное, знал мужик, кто ворует. Это был сосед, живший как раз за забором. Из таких людишек, что если где-то что-то плохо лежит, в раз утащит. Да так, что все знают, кто стянул. Но доказать не могут. Что делать? Осенью сидеть мужику в засаде как-то неуютно. Да и видеокамер тогда в ходу тоже не было. Долго ли, коротко ли, но придумал мужик асимметричный ответ. Взял парочку-троечку поленьев, просверлил в них небольшие отверстия, засунул туда несколько охотничьих патронов и напоследок плотно забил отверстия деревянными заглушками, которые аккуратно сравнял с торцами поленьев так, что и незаметно ничего, если не знаешь. Ну и, естественно, вложил сей шедевр инженерно-конструкторской мысли в поленницу. Долго ли, коротко ли, но привела судьба соседа к тем поленьям. Рванула аккуратно, но сильно. Жертв не было, пожара тоже, но печь у соседа превратилась в груду кирпичей. А были ли у вас какие-то передряги с соседями? Напишите об этом в комментариях. Едет симпатичная молодая девчонка в автобусе, забитый народом под самую крышу, и рядом с ней стоит поддатый мужик. Ну, автобус, как полагается, на повороте качнуло, и он обдал перегаром девушку. «Мужчина, вы пьяны, вы очень пьяны, вы омерзительно пьяны. Девушка, у вас кривые ножки, просто неимоверно кривые ножки, а я, между прочим, завтра буду уже трезвый».
Николай Николаевич, как вам не стыдно? Вы 40 лет прожили с женой, а теперь оставили ее и женились на молодой. Да что вы понимаете, со старой женой ночью измучаешься. То ей валидол подай, то капли, то форточку открой-закрой. Ужас. А с молодой как хорошо. Вечером уйдет, утром придет. Всю ночь спишь спокойно. Сидит Нарик на берегу реки, курит травку, подкатывает джип, вываливает амбал. Эй, сморчок, где здесь помельче, чтоб через реку проехать? Да вот, прямо и езжай. Понятное дело, джип отъехал для разгона, по газам и через 5 секунд исчез под водой. Выныривает амбал и к Нарику. Чё ж ты, блин, скотина? Брат, в натуре, полчаса назад тут утки по пояс переходили. Мужик ест яблоки, выковыривает оттуда семена и кладет себе в карман. Дед, увидев это, интересуется, зачем он это делает. Мужик, а эти семечки у меня потом купят, они же интеллект повышают. Может, и мне одну продашь? Пожалуйста, 50 рублей штука. Дед покупает семечко, съедает его и говорит, так на 50 рублей я мог бы взять целых 2 кило яблок. Вот видишь, сразу поумнел. Действительно, продай мне еще десяток. Стоят парень с девушкой, и девушка говорит: «Обними меня, как Отелло Дездемону». Это как? «Поцелуй меня, как Ромео Джульетту». Это как? Девушка возмущенно произносит: «Ну ты хоть что-нибудь читал?» «Да, каштанку. Хочешь, за задницу укушу». Трое новых русских обсуждают, какие замечательные у них дети. Вот у меня сын молодец, недвижимостью занимается, дела идут и по жизни не мелочится. Недавно любовнице квартиру в Париже подарил. У меня тоже молодец, автосалон открыл, дело процветает, сам живет на широкую ногу. Девушке своей Феррари подарил недавно. И у меня молодец, банк организовал. Недавно другу беспроцентный кредит дал на 30 лет. Тут залетает 4-й новый русский. О чем вы говорите? Да, о детях. Ой, а у меня сын по мальчикам, блин. Но зато у него квартира в Париже, Феррари, а недавно еще кредит беспроцентный взял на 30 лет. Суд в Грузии. Судья встает и с характерным акцентом обращается к подсудимому. «Подсудимый, ваше последнее слово. 100 тысяч и ни цента больше». Судья удивленно вскидывает брови. Суд удаляется на совещание. Через 20 минут судья входит и спрашивает подсудимого: «Подсудимый, вы не отказываетесь от свой последнее слово?» «Нет». «Ну, на нет и суда нет». Грузин останавливает грузовик на трассе, подбегает к кабине и кричит: «Друг, выручай, подвези до города, очень спешу, да?» Шофер отвечает: «Извини, не могу, груженный еду, а в кабину нельзя, оштрафуют, да и уволить могут. Друг, очень надо, очень спешу, да? Я в кузове могу ехать, там место немножко есть же. С ума сошел, у меня там стекловато». «Ну и что? Мне все равно». Шофер пожимает плечами. «Ну как хочешь, полезай». Грузин залез в кузов, грузовик трогается. Едва проезжает 100 метров, как грузин начинает отчаянно тарабанить по крыше кабины и кричать: «Стой! Стой!» Выскакивает из кузова, весь чешется. Шофер ему: «Чудак, я же говорил, что стекловато». «Какое стекло? Какой вата? Клопов полный кузов». Поехал волк в Чечню, возвращается наглый и крутой, обложил всех в лесу данью и выстроил себе дом-дворец на окраине. Звери пожаловались льву. Лев идет к волку, заходит в дом, а он сидит и на гитаре играет. Лев в шоке: «Ты, волчара, совсем оборзел? К тебе царь зверей пришел, а ты даже не встанешь». «Да какой ты нафиг царь зверей? Кадыров царь зверей, а ты так, животное». Мужчина пришел получать паспорт. Место рождения – Париж. Значит, вы француз? Нет, мои родители датчане. Но вы же родились во Франции, и, следовательно, вы должны быть французом. Послушайте, моя собака недавно ощенилась в конюшне. Так что теперь, мне нужно ее щенков называть жеребцами? Вовочка сидит на уроке и щелкает шариковой ручкой. Учительница делает ему замечание. «Вовочка, чем это ты занимаешься? Ты нам мешаешь». «Да вот, Марья Ивановна, не пойму. Ручка женского рода, стержень мужского. А почему же у них детей нет?»
Немедленно встань и отправляйся за отцом. Вовочка приходит домой и говорит отцу, что того вызывают в школу. «А в чем дело?» – интересуется отец. «Да вот спросил Марью Ивановну. Ручка мужского рода, стержень женского, а детей почему-то нет». Отец разобрал ручку, посмотрел и отвечает. «Ну и дурные же у тебя учителя. Здесь же спираль стоит».